Привет, меня зовут Софья Баева. В данном видеоуроке мы рассмотрим операторы ветвления, которые будут использоваться для построения условных конструкций. Во-первых, давайте посмотрим на общее определение, что же такое условная конструкция. Обратите внимание на блок схемы, представленную ниже. Это простейшая схема условного оператора. Следуя из определения, мы видим, что есть некоторое логическое выражение, то есть условие. Если это условие принимает значение истины, то выполняется определенный набор команд. Теперь посмотрим на вторую блок-схему. Отличается она тем, что появляется еще одна ветка, которая называется иначе. То есть теперь, если условие примет значение ложь, то в отличие от первой схемы будет выполнен также определенный набор команд, как и при значении истина. В языке C++ существуют две основные формы условной конструкции – условный оператор if-else и оператор многозначного выбора switch case, а также альтернатива условного оператора, называемая тернарно-условной операцией. Начнем мы с условного оператора if-else. Рассмотрим его синтаксис. Здесь оператор может быть только одним оператором, в этом случае фигурные скобочки не обязательны, или блоком операторов. В этом случае набор операторов обязательно заключается в фигурные скобки. Ключевое слово else может отсутствовать. То есть условный оператор может быть с одной ветвью, как уже рассматривалось на блок-схемах, или с двумя. Элемент условия – это выражение, которое может оказаться равным значению истины или ложь. Условие обязательно заключается в круглые скобки. Соответственно, если условие истина, в теле if выполняется ряд операторов. Если условие ложно, выполняется ряд операторов, следующих за else. Условие может быть любым логическим выражением. Также условие может состоять из нескольких выражений, связанных между собой знаками логических операций. Давайте рассмотрим пример. Даны два натуральных числа. Возвести в квадрат первое число, если оно больше второго, и оба эти числа, если это не так. Первым делом мы объявляем две целочисленные переменные а и b, то есть первое и второе число. Далее попросим пользователя ввести их. Теперь нам нужно составить условия. Во-первых, нам нужно возвести в квадрат первое число, если оно больше второго. Соответственно, если if a больше b, обязательно заключаем условие в круглые скобки, то мы вводим в квадрат числа а. Во-вторых, по условию задачи, если это не так, то есть а меньше b, для этого не нужно писать еще одно условие, а достаточно прописать ключевое слово else, то есть иначе. Это и подразумевает под собой обратное условие. Далее мы также оформляем вывод уже квадратов двух этих чисел. Обратите внимание, что мы не заключаем операторы вывода в фигурные скобки, так как оператор после условия только один. Давайте проверим нашу программу. Сначала мы введем первое число больше второго, как и положено по условию. Программа вывела нам квадрат первого числа. Теперь мы проверим обратное условие. Введем первое число меньше второго. Как мы видим, программа возвела оба эти числа в квадрат. В C++ есть довольно примечательная условная операция, тернарный оператор, то есть тройной, имеет три операнда. Часто его используют вместо определенных видов конструкций if-else. В некоторых случаях действительно целесообразнее использовать тернарную операцию, чем оператор условного выбора if-else. Рассмотрим форму записи тернарной операции в C++. Алгоритм работы операции следующий. Первым делом вычисляется логическое выражение. Если логическое выражение истина, то вычисляется значение выражения 1, в противном случае значение выражения 2. Обратите внимание на применение двоеточия и его местоположение в тернарном операторе. По смыслу оно обозначает иначе. Теперь поиск большего из двух чисел будет выглядеть вот так. Таким образом, если а больше b, напечатать а, иначе напечатать b. Давайте разберем такой пример, когда тернарная условная операция будет использована в ситуации, связанной с присваиванием. Допустим, реализуем нахождение модуля чисел в диапазоне от -5 до 5. Объявляем переменную result, в которой будем записывать результат в зависимости от выполнения условия. Затем оформляем цикл for.
И в этом цикле осуществляем наши условия. Посмотрите внимательно на вот эту строчку кода. Здесь сначала выполняются условия, и результат записывается в переменную result. То есть, если у нас число положительное, то мы его выводим таким, какое оно есть, потому что модуль положительного числа есть само число. Иначе, если у нас число отрицательное, то мы выводим его с противоположным знаком. Посмотрите на вывод нашей программы. Кроме того, тернарно-условная операция может быть применена в левой части оператора присвоения. В этом примере, если логическая переменная count будет содержать значение true, то есть истина, то значение 1 будет присвоено переменной a, иначе оно будет присвоено переменной b. Иногда, когда конструкция выбора достаточно сложная, то использовать условный оператор неудобно. Для таких случаев используют оператор многозначного выбора switch. Часто его называют переключатель. Общая форма оператора switch следующая. Значение выражения оператора switch должно быть целого или символьного типа. Это значение по очереди сравнивается с выражением в операторах case. Если значение управляющего выражения совпадает с каким-либо значением, то выполняется последовательность операторов до оператора break. Если же совпадение не оказалось, то выполняется ряд операторов, стоящих после ключевого слова default. Оператор default может отсутствовать. Что обязательно нужно знать об операторе switch? Во-первых, оператор switch отличается от if тем, что в нем управляющее выражение проверяется только на равенство со значениями, в то время как в if проверяется любой вид логического выражения. Во-вторых, в одном и том же операторе switch никакие два оператора case не могут иметь равных значений. В-третьих, с точки зрения синтаксиса, присутствие оператора break внутри switch не обязательно. Если оператор break отсутствует, то выполняется следующий оператор case, пока не встретится очередной break или не будет достигнут конец дела оператора switch. Давайте рассмотрим простейший пример работы оператора switch. В зависимости от введенного нами значения переменной, мы будем выводить сообщение о том, какой мы выбрали вариант. Сначала мы объявляем переменную a. Не забываем, что переменная должна быть целого или символьного типа. Мы возьмем переменную целого типа. Далее попросим пользователя ввести какое-нибудь значение переменной a. И теперь мы оформляем оператор многозначного выбора. Переменная a будет принимать у нас три значения. И в зависимости от значения, программа будет нам выводить сообщение о том, какой вариант мы выбрали. В случае, если мы введем значение больше 3, то программа выведет нам сообщение, что такого варианта нет. Давайте посмотрим на работу программы. Сначала мы введем значение от 1 до 3, например, 2. Программа вывела нам сообщение, что мы выбрали второй вариант. Теперь мы возьмем значение больше 3, например, 10. Мы видим сообщение о несуществующем варианте. На этом наш видеоурок закончен. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.